Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Сегодня в гостях у меня подруга Катя. Катя, рада тебя приветствовать. Я тоже рада бывать у тебя в гостях. Всем здравствуйте. И сегодня Катя в гостях с небольшой частью своей роскошной парфюмерной коллекции «Сектор Ниша». Катя, что ты сегодня для нас приготовила? Очень интересно посмотреть, Я послушать. приготовила LM Parfums Ambre Muscadin, вот это Isabey бренда, Paolo Gigli, Commodity бренд и Banana Republic. Очень интересная подборка. На самом деле я хотела такие не очень известные экземпляры принести, чтобы было еще более интересно. Но все это ниша, да? Все эти Да. ароматы, они принадлежат к нише. Да. Здорово. С чего начнем? Наверное, с этого направления, с Isabey. Сам флакон, наверное, говорит уже, что он в восточном духе, в восточном стиле. И он такой очень белоцветочный. Этот Восток умудрились создать восточным и с ретро-уклоном. То есть иногда поражает, как вот ниша может создавать ретро-ароматы. Как воссоздание вот именно белоцветочных ретро-ароматов, хищных таких, очень насыщенных, которые носили раньше. И мне кажется, этот аромат может быть из серии, когда женщин не пускали в рестораны, потому что они носили очень такие насыщенные ароматы. Это у нас был опиум, то есть так писали сразу же, что с опиумом не входить. И еще какой-то аромат забыла. Ну, я везде хожу с опиумом, ну да ладно. Сейчас, слава богу, этого запрета вроде нет. Как интересно послушать. Давай нанесем, послушаем, как он звучит. Давай. Познакомимся с ним поближе. Увидим его в действии, так сказать. И я его принесла, как мне казалось, это в твоем направлении, и мне кажется, ты его заценишь. Еще раз, как он называется? У него сложное название. Да. Так. Tela Road Demerate. Вот, если я не знаю, если правильно, конечно. Вот, выглядит он вот так. Как такая башенка, да? Да. Восточная. Восточная, да. Красиво. Да, ну я вот слышу здесь жасмин. Есть он. Почему-то сразу я его слышу, и явственнее всего для меня. Жасмин, какие-то еще цветы. И специи. И специи. Большой там, да, букет? Да, там большой букет. Там у нас белый... В общем, очень много... Ой, извиняюсь. Да-да. Очень много белых цветов. Это прям охапка белых цветов. Вот. И, в принципе, они очень ярко ощущаются. Очень хищные, термоядерные. Ну, интересно, как он на коже. Так-то с блотера он звучит умеренно хищный. Я бы не сказала, что он прям какой-то очень едкий или нет. Наоборот, он просто вечерний, восточный, действительно достаточно тяжелый, бархатистый, жасминовый аромат. Для меня все равно солирует жасмин здесь. Мне тоже. Прекрасный, мне понравился. Там жасмин, гордения тоже. Гордения, очень красивые, такие вот восточные цветы. Вроде он и восточный, и что-то такое ощущение, как солнечная тьма, солнечно-пляжный уходит, очень отдаленно. И, как мне кажется, вот гордения именно придает вот этого солнечности, пляжности какой-то отдаленно. Ну, на вечер у моря поход в ресторан, да, очень красиво. Спасибо. А мы с вами продолжим дальше. Да, что будет у нас следующее? Амбр Мускадин. Вот тут есть фиалка, древесное что-то, если я правильно помню, по нотам. Многим он пахнет, и мне в том числе, жженой резиной. Фиалка образует в нем какую-то вот пудрово-помадную ноту, очень ощутимую. То есть очень обычное сочетание вроде бензиново-жженой резины и помадности. Но не такой резиной, как в герленовском. Он смягчается, мне кажется, за счет фиалки, очень такой умеренно. Лаурент Мацоне, да? Амбра Мускадин. Мне кажется, это привлекательная жженая резина. Ну, сейчас послушаем. Ну, вот мне очень прям, меня заколдовало именно вот геометрия флакона. Он такой сложной геометрии. Тут вот скругленный у него
грани, а здесь вот он такой в то же время прямоугольный, очень Мгм. красивый, необычный. Ну и сам флакон, да, такого темного матового, почти черного Мгм. стекла. Жидкость, прозрачность ее, ну, то есть уровень жидкости мы можем увидеть, но цвет не можем. И вообще очень Мгм. красивый, да? Ну-ка, Очень нанеси, красиво. пожалуйста. Прям не терпится Сейчас послушать, попробуешь какой он. жженую резину с Жжёный. помадой. Да вот интересно, он все-таки вот похож или не похож на, ну, что я хочу сказать, поняла. Мускус в нем еще отчетливый. Вкус. Да, ну, слушай, ну, тут есть шалимаристая все-таки тема, Есть, да? есть. Вот ты сказала, да, немножко, но не та ваниль, там нет Мгм. ванили, да, вот которая в шалимаре, Мгм. классическая, герленовская. А жженые покрышки, да, узнаваемы чуть-чуть. Интересный. Вот по форме даже бы не предположила, что его содержимое так. Ну, поскольку это ниша, да, у него очень необычно он звучит. На самом деле, мне чем нравятся ниши, то, что они порой сочетают совершенно несочетаемые вещи, а вроде бы думаешь, откуда, да, помадность и жженая резина. Ну, вот Помадность, а есть, правда, вот если прислушаться, очень необычно. очень Никогда не необычно, да. слышала я такого сочетания, действительно, покрышки с помадой. И сейчас вот ощущаю какую-то то ли сливочность, то ли Это ты чуть, сейчас может быть, у в меня. воздухе, да, слышишь? Мгм. Ну, интересно, конечно, как он на А, коже. это сандал. Сандал, Все, я сандал. поняла, да, Мгм. точно вспомнила. Наверняка он там Сандал. есть. Красиво, интересно. Не знаю, я бы вот такое, наверное, не отважилась. Не Для носила? меня прям это слишком нишево и слишком необычно. Рискованно? Да, если вот первый аромат, да, вполне. Прям очень, да. Хоть жасмин не мой любимый цветок, но в комбинации красиво звучит. А вот и этот аромат. Мгм. Лаурент Мацоне. Не знаю, смогла бы или нет. Я Ну, просто знала, интересно. что это в твоем духе, в твоем Ага. стиле. Ну, интересно же что-то разное пробовать и Да, слушать. разные стили совершенно. А теперь я хочу перейти к Final Touch. Это у нас бренд Пауло Гигли. В Гигли. общем, я все покупаю вслепую. Даже так, нишу вслепую отваживалась, да? Я ориентировалась по пирамиде, и мне вот запала в душу эта пирамида. У него есть, сейчас я тебе нанесу, чуть алкогольности. Там есть какие-то ягоды, то ли черная смородина, но мне она кажется вишней в данном парфюме. И, в принципе, избитое уже сочетание, наверное, всем уже приелось вишня и что-то там Табачный? алкогольное, Алкогольный. табачное, да. Но это как-то звучит чуть по-другому. Вроде и вишня, и вроде и не вишня, А ты кажется. знаешь, я вишни не Или я. слышу. Не слышу. Это какие-то ягоды, но для меня это Ягоды. не вишня. Скорее смородина черная. Смородина Может есть, быть. да. Но тут есть какая-то свежесть. Прям вот, Свежесть. да, необычное очень сочетание. Там еще нет специй не заявлено, но я их слышу как-то. Мгм. Даже, знаешь, я бы сказала, что он при всей бархатности, он какой-то не тяжелый, а свежий. Вот я бы его внешность, Мгм. дизайн флакона, опять же, с наполнением флакона, с композицией не связала вообще. То есть я бы сказала, что это больше вот в таком Он что-то. вырывается, да, как-то из Мгм. контекста, мне Да, кажется. да. Я бы тоже подумала, что он восточный, но он такой мягкий, Мягкий, не фруктово-цветочный. выпирающий. Интересно. Вот то, что мы сейчас вот эти 3 послушали, и сразу же думаю, насколько это не похоже на люкс. Вот в моей коллекции нишевых ароматов всего несколько, надо будет как-нибудь тоже о них рассказать Мгм. отдельно. Но когда слушаешь нишу после люкса, конечно, это большая разница. Красивый аромат, мне понравился, спасибо, интересный. А теперь перейдем к бренду Commodity Gold. Это, в общем, очень редкий бренд. Ну, редкий в том плане, что я не могу сказать, что он не продается. Конечно же, он есть в продаже. Я не помню уже в России есть ли, но я покупала в России в Commodity, да. интернет-магазине. Но я не часто его встречаю у блогеров. Мгм. Commodity Gold, Gold. просто название. Он Байредо напоминает флакон. Флакон точно напоминает Баредо, кроме цвета крышки. Да, кроме крышки. И формы, да? Мгм. Мгм. Он мне пахнет такой суховатой ванилью. Там, если не ошибаюсь, есть это ягоды можжевельника. Ваниль заявлена, амбровость есть. Необычный. И он все-таки не тяжелый, он достаточно акварельный сам Он по не себе. тяжелый, да. Он такой на весну-лето, я бы сказала.
Очень необычный аромат. Тут прям требуется, для меня требуется прям внюхаться, потому что я, видимо, в последнее время так много тяжелых парфюмов слушаю, что не всегда тонкие грани вот таких вот акварельных композиций слышу. Это уже проблемой становится. Надо переходить на какую-то легкую парфюмерную диету хотя бы временно. Вот это красивый аромат. Мгм. Красивый, интересный. Но я не слышу здесь ничего конкретного. Вот ты сказала Бареда, да, я бы сказала в духе как-то немножко баредовских композиций даже где-то. Вот Потому что... что-то мне почерком напоминает чуть-чуть. Ну, ты, наверное, его в целом ощущаешь, да, в Да, 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 целости? я не могу расчленить на ноты, разъять его как-то, и для меня просто пытаюсь послушать, Мгм. но да, свежесть есть, и сильной цветочности я тоже, кстати, не слышу в Мгм. нем. Что же там основное, даже не могу понять. Вот тут вот есть вот Ваниль. кондитерская ваниль, бывает, когда в выпечку Да, добавляют, а да, тут она есть. такая, как по мне, сухая, древесная, Мгм, и вот очень ощутима амбра, на мой взгляд. поняла, Может быть, слушай. чуть мускуса тоже. Вот теперь да, с твоего пояснения я слышу лучше. Действительно, есть и амбра, и мускус. Ну и ваниль на подложке такая именно Мгм. горькая, да, сухая, древесная. Мгм. Красивый аромат. Очень красивый. Ты его носишь, да, с удовольствием? Ношу, Да, да. прям он Вот этот, необычный. я не знаю, на какой аромат он мне похож, но Мгм. я помню, что раньше, наверное, в 90-х, 2000-х, я что-то подобное ощущала даже. И вот он мне, как, знаете, напоминание о детстве тоже. Ага, даже он где-то у тебя И перекликается, до да? боли очень Детский. знакомое, да. Надо же. Ну вот мне ничто не напомнил ничего из того, что я слышала. Он очень Ну, он самобытный. такой, да, очень. Самобытный. Спасибо, интересный аромат. И вот у нас Banana Republic, к Мгм. завершающей пятерке подошли, к пятому аромату. Ага. Этот аромат я покупала в «Золотом яблоке» за сущие копейки. И у меня редко бывает любовь с первого занюха, но он очень понравился за счет своей почульности. И здесь еще есть мята. Он такой на лето, свежий, водный, мне кажется. Но он сладкий. Первые ноты это Сладкий, да. сразу какие-то сладкие ягоды и фрукты. Там гранат, груша Вот. есть, ревень есть, я помню. Вот я как раз воспринимаю эти первые ноты фруктово-ягодные. А вот, конечно, до пачули тут надо еще дойти. Да, он самый последний заявлен. Понятно. Индонезийский пачу, если не Мгм. ошибаюсь. Мгм. Интересно. Банана Репаблик именно, да, ниша. Но, как ты Да. говоришь, недорогостоящая была. Да, вот это вот, мне кажется, вот эта серия, стоит к ней приглядеться, она вот, у них более дорогая серия, но при этом она не стоит каких-то бешеных денег, как мы привыкли отдавать за нишу. Мгм, мгм. Она стоит, наверное, ну, в пределах 4000 я Да, в «Золотом вполне. яблоке» До сих покупала. пор продается еще. Да, 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 то там и здорово. есть эта Там просто серия. сейчас многое уже поменялось в плане ассортимента. Интересный аромат. Но я бы его отнесла к такому действительно летнему, девичьему аромату. Вот я даже думаю, что в дочери моей бы он бы вполне мог понравиться. Ну, Потому такой что у нас легкий, мне кажется, безмятежный. безмятежный аромат отпуска, аромат таких весенних надежд. Прекрасный, красивый очень аромат. Так, когда реально ждешь настроен на отпуск, Да, релакса. да, точно, точно. Очень, очень даже интересно получилось. И все сегодняшние твои ароматы, о которых ты рассказала, они все разные. Да, И они все ужасно хороши. необычные. Вот, может быть, Banana Republic чуть ближе такой по звучанию к люксу, а остальные вообще очень нишевые, на мой взгляд. Мгм. А какой больше понравился из всех? Вот из всех, наверное, скажем, самым необычным мне показался Gold. Мгм. Вот, Commodity, да? Commodity. Commodity, самым необычным. Ну, а если ты спросишь, что бы я носила, Ага. я бы, наверное, носила вот этот аромат. Я как угадала, я Редукс точно знала. Демерет. Мгм. Демерет. Ну да, правильно, Эмираты. Ну так и похоже очень. Красивый, да. И флаконом, и содержимым. Спасибо тебе большое, Катя, за такой интересный небольшой экскурс в часть твоей коллекции нишевой. Прям, ну, обогатила новыми впечатлениями. Весеннее настроение вот, сохраняется, умножается и, наверное, передадим и часть настроения нашим зрителям сегодня. Большое Спасибо. спасибо, что пригласила. Мне С всегда радостью. радостно к С тебе радостью. приходить. С Будем раскрытой обязательно душой. Спасибо тебе продолжать. огромное. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Спасибо за внимание.